Друзья, мира и здоровья всем! Рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня хочу предложить вам приготовить блинчики с начинкой, так называемые налистники, с творогом и с ливером. Блинчики будут нежные, тонкие, вкусные. Давайте приступим. Итак, ребята, что нам понадобится для приготовления блинов? Яйца, мука, молоко, растительное масло, соль и сахар. Граммовочки все будут под видео на все продукты и в начале видео. Для начинки я беру творог, у меня 5%, изюм, ванильный сахар, яйца и также сахар и соль. Ливер у нас готовый. По ливеру есть отдельное видео, ссылочку я оставлю под видео. Давайте приступим к приготовлению теста. В яйца высыпаем 1 чайную ложку соли, сахар. Все это взбиваем хорошо. Добавляем половину молока, перемешиваем. Всыпаем муку в 2 этапа. Хорошенько замешиваем тесто, чтобы не было комочков. Высыпаем оставшуюся муку. Опять перемешиваем до полного растворения муки, чтобы не было комочков. Вот замесили тесто. Оно такое густоватое. Добавляем оставшееся молоко. И опять все перемешиваем. Вливаем масло. Снова перемешиваем. Тесто стало немножко пожиже, но еще чуть-чуть густоватое. Тесто должно быть консистенции, таких сливок нежирных. Не сильно жидкое, но не густое. И в конце добавляем кипяток. 2 стакана. Перемешали. Заварили тесто и оставим его на полчаса. Пусть немножко мука набухнет. Потом посмотрим по консистенции теста. Если оно будет густое, то добавим еще немного молока. Итак, прошло полчаса. Тесто созрело. По консистенции вроде бы нормально. Но сейчас начнем жарить блины и посмотрим по первому блину. Включаем газ. Сковородку первый раз слегка смазываем маслом. Хорошо прогреваем сковородку. Жарить будем на среднем огне. Наливаем в сковородку немного теста. И вот так вот по кругу поставим. Как только края начинают чуть-чуть подзалачиваться, переворачиваем блинчик. Блинчик обжарился, отправляем его на тарелку. Наливаем следующий. Блины можно переворачивать лопаткой. Я переворачиваю такой вот палочкой, шпажкой. Можно палочкой для суши, кому как удобно. Если вы делаете блинчики только с творогом, то в тесто можно добавить немного ванильного сахара. Но так как я буду делать еще и с ливером, то я ванильный сахар добавляю в начинку. В тесто не добавляю. Итак, жарим все остальные блинчики. Вот я закончил жарить блинчики. Вот такая стопочка получилась. 40 штук. Пару штук я уже съел. Вот они такие эластичные. Не рвутся. Если хотите просто блинчики есть, можно их не накрывать, чтобы края были хрустящие. Но в нашем случае мы будем делать налистники, будем класть начинку, так что я их накрою. Пускай они остынут. А пока они остывают, мы приготовим начинку из творога. Начинка из ливера у нас уже готова. Как я уже говорил, ссылочку оставлю в описании. И давайте будем готовить творожную начинку. Творог можно размять вилкой, но я его пробью блендером. Так, творог я пробил блендером. Он стал более однородный. Теперь добавляем яйцо. Пока одно. 2 столовых ложки сахара, ванильного сахара,
Все это перемешаем. Ну, вроде бы творог такой не жидкий. Добавим еще одно яйцо. Не бойтесь, что творог кажется таким вроде бы чуть-чуть жидковатым. Когда будете обжаривать налистники, яйцо свернется и все будет плотненько, хорошо. Так, добавляем изюм. Вот столько начиночки у нас получилось. Ждем, пока остынут блины, и будем сворачивать налистники. Итак, блинчики у нас остыли. Будем формировать налистники. Так, кладем блин. Накладываем начиночку. Так, вот складываем конвертиком. Вот такой получается налистничек. Вот они такие красавчики. Вот сейчас сделаем с творогом, а потом сделаем с ливерной начинкой. Вот у меня получилось 18 налистничков с творогом. Такие они красивые, все ровненькие, леопардовые. Начинки я не жалел, по 40 грамм где-то в среднем на один блин начинки. Получилось как раз 18 штук. Так, остальные блинчики вот эти вот сделаем с ливером. Так же, как и с творогом, сворачиваем их в конвертик. Вот такие получается с ливером. Ну и так буду делать все остальные. Итак, делаем наш крайний налистничек. Вот так я кладу ливер. Если у вас ливер сухой и рассыпается, добавьте туда. Можно бульона еще чуть-чуть добавить. Можно добавить, зажарить сало. С лучком добавить. Будут шкварочки. И с салом с этим перемешать тоже очень будет вкусно. Вот все. Крайний блинчик. Вот у нас их получилось 19 и 17 с творогом. Какую-то часть я оставлю, будем их кушать, а какую-то часть заморожу. Потом эти блинчики достаешь, размораживаешь, и получается быстрый завтрак. Поджарить их 5 минут, и все готово. Сейчас мы их зажарим и попробуем. Включаем плитку, добавляем немного масла сливочного. Если есть топленое, можно топленое добавить. Будет еще вкуснее. И чуть-чуть растительного. Ставим на средний огонь. Поджарим пару штук с творогом и пару штук с ливером. Жарятся они недолго, по пару минут с каждой стороны. Нужно, чтобы они хорошо прогрелись внутри. Так что огонь сильный делать не нужно, чтобы они не пережарились и в то же время прогрелись внутри. Вот я их перевернул. Сейчас они дожарятся. И будем пробовать. Это с ливером. Это с творогом. Ну вот такие у нас налистнички получились. Вот эти вот с творогом. Очень хорошо с утра на завтрак со сметанкой. С чашечкой кофе. Эти тоже можно на завтрак, но можно и на обед. Сейчас попробуем. Вот такие внутри.
Очень вкусно. Божественно. С томатным соком. Просто замечательно. Так, теперь попробуем с творогом. Вот с творогом, вот изюм. Начинки много. Со сметанкой. Фантастика. Обязательно приготовьте такие налистники. Рекомендую. Очень вкусно, блинчики нежные, начинка вкусная, ливер в меру соленый. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте палец вверх. Приятного аппетита. Пока!